технике декупаж важна не только красивая картинка или салфетка, важен фон, несколько интересных приемов и техник с использованием трафарета. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Защищаю декупаж акриловым лаком. Теперь при помощи трафарета и шпаклевки заполняем все пространство вокруг салфетки, немного заходя на салфетку, чтобы скрыть границы мотива. Я использовала 3 разных трафарета, чтобы получился коллажный трафарет. Теперь окраска. Начала с темно-синего, это цвет альбома. Дальше подбираем оттенки фона самой салфетки и наносим произвольными пятнами, хорошо прокрашиваем тампонирующими движениями. Добавляю чуть зеленого. Этот цвет присутствует в мотиве, легко касаясь трафаретной сухой кистью поверхности так, чтобы оставлять отпечатки точечки. Синий наношу очень мокрой кистью и тут же промакиваю салфеткой. В синий добавляю белил и делаю то же самое. Теперь подбираем оттенки основного элемента, это букет. У меня плоская сухая кисть. Кисть держу параллельно поверхности и начинаю выделять рельефы. Теперь то же самое белилами, но так, чтобы предыдущие слои тоже были видны. Все объединит белая патина, которой у меня нет. В акриловую краску добавила воду. Наношу и сразу стираю бумажным полотенцем. Еще больше развожу водой и делаю наброск. Покрываю акриловым лаком. По краю и в углах добавляю немного воска, цвет темное золото, можно заменить акриловым металликом. Трафаретный декор акриловой краской. Из испитых чайных пакетиков создадим интересный винтажный фон. Полотенце слегка смачиваю водой. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Картинку замачиваем в воде. Приклеиваю на акриловый лак. Сверху также защищаю лаком. Использую трафаретную круглую плоскую кисть и акриловую краску. Немного захожу на края картинки. Трафаретом может послужить обычный скотч. Скотч снимаем сразу, пока краска не высохла.
В описании под видео вы найдете ссылки на более подробные мастер-классы, использованные в этом видео. Винтажный фон можно создать также при помощи салфеток. Оклеиваю коробку кусочками салфетки в технике декопач в хаотичном порядке. Покрываю акриловым лаком. Окрашиваю салфеточный слой акриловыми красками пастельных тонов сухой кистью, тампонирующими движениями. И сразу влажной тряпочкой размазываю и кое-где стираю краску, открываю некоторые фрагменты салфетки. Наношу тонкий слой шпаклевки. Трафарет немного заходит на картинку. Окрашиваю методом смывки. Убираем излишки краски промакивающими движениями. Выделяю фактуру золотым металликом. И немного патины, которую можно заменить акриловой краской, сильно разведенной водой. Трафарет-дорожка может стать рамкой для картинки и скрыть ее границы. И еще одна идея трафаретного фона. Если фон самой салфетки белый, его можно изменить. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Защищаю декупаж акриловым лаком. Заполняем все пространство, используя фоновый трафарет, слегка заходя на декупаж. Зашкуриваем. Первый слой акриловой краски должен быть темным. Произвольно закрашиваю несколькими цветами. Краска должна попасть во все углубления. В технике сухой кисти окрашиваю в те цвета, что использовала для фона под декупаж. Следующий слой более светлый, слегка захожу на картинку. Беру два цвета, которые использовала в первом темном слое, и сухой кистью, тампонирующими движениями, не стараюсь заполнить весь трафарет так, чтобы оттиск был нечетким. Как сделать такую шкатулку из картона? Ссылка в описании. При помощи трафарета объединяем сложный коллажный фон.
Патина или акриловая краска, разведенная водой, также объединит разрозненные кусочки. Металлизированным воском прохожусь по рельефам. Кое-где приглушаю блеск сливочным цветом. Наношу клей для потали. Трафарет также можно использовать с поталью. У салфетки берем нижний слой, покрываем лаком из баллончика. На трафарет наносим шпаклевку или текстурную пасту. Чтобы получить более фактурный декор, после высыхания наносим еще один слой. Приклеиваю на клей ПВА. Хорошо прижимаю кисточкой с клеем ПВА, разведенный водой, как при обычном декупаже. Окрашиваю акриловыми красками. Выделяю фактуру металлизированным воском. Как сделать такой подсвечник из отходов, оставлю ссылку в описании.